Приветствую вас! После того, как военные отказались от трехосного ЗИЛа-132Р, автомобиль неожиданно привлек внимание тружеников народного хозяйства, которым был необходим автомобиль, перевозящий грузы и способный пройти там, где не могли пройти широко известные грузовики ЗИЛ-130 и ГАЗ-53. Особенно в этом автомобиле были заинтересованы труженики, задействованные в сфере сельскохозяйственных работ, у которых наиболее слабым местом являлись перевозки, связанные с уборочно-транспортными и распределительными операциями, осуществляемые в трудных условиях по полевым и проселочным дорогам, а также малая грузоподъемность. Все это и должен был решить будущий грузовой автомобиль. Кроме высокой проходимости, автомобиль должен был приспособлен к работе в составе автопоездов, иметь возможность комплектования специальными кузовами для перевозки различных сельскохозяйственных грузов и установки различного сельхозоборудования, иметь высокую производительность, экономичность и рентабельность. Ну и самое главное, как можно меньше оказывать разрушающее воздействие на полевых участках с различными агрофонами. Для того, чтобы создать такой автомобиль, на заводе ЗИЛ конструктором Грачевым 28 мая 1975 года было решено разобрать прошедшие испытания, но не заинтересовавший военных ЗИЛ-132Р, и уже с использованием его агрегатов создать новую машину с новым индексом ЗИЛ-132РС. Новый ЗИЛ-132РС, который был уже готов к ноябрю, как и его предшественник, получил компоновку с передним расположением кабины, за которой установили более мощный 180-сильный V-образный 8-цилиндровый мотор ЗИЛ-375, работающий в паре с пятиступенчатой коробкой передач от ЗИЛ-137 с измененными парами шестерн постоянного зацепления. По аналогии с предшественником, новый 132РС имел все такую же трансмиссию с блокируемым межбортовым дифференциалом, независимую торсионную подвеску на поперечных рычагах, установленную на всех колесах, и те же мягкие эластичные шины 16-2020 с централизованной системой регулировки давления воздуха в шинах. Рулевое управление, как и на 132Р, с двумя гидроусилителями, без механической связи между управляющими колесами передней и задней осей. Единственное, что претерпело изменений, это колесная база, которая стала больше и составляла 2500 на 2100 мм, и тормоза, которые уже были установлены на всех 6 бортовых редукторах колес. Для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов в задней части автомобиля смонтировали самосвальную металлическую бортовую платформу, которая крепилась к алюминиевой раме с помощью сварного металлического надрамника. Разгрузка на боковые стороны платформы осуществлялась при помощи гидравлического телескопического подъемника. В задней части рамы было смонтировано прицепное устройство для буксировки прицепа грузоподъемностью 8 тонн. Преимуществом данной машины стала также возможность расширить функциональные возможности грузовика за счет установки на шасси различного оборудования. После небольшой обкатки новый ЗИЛ-132РС отправился на дальнейшие испытания и опытную эксплуатацию в различных условиях. Опытный ЗИЛ неплохо себя показал в качестве самосвального автопоезда в песчаном карьере Яганово, без проблем преодолевая крутой подъем технологической дороги, не оставляя за собой колеи и слегка приминая зимы, разбрасывал по полям удобрения в качестве разбрасывателя минеральных удобрений. А в качестве сидельного тягача с сидельным устройством, установленным на следующий год и получивший индекс ЗИЛ-132РВ, практически не уступал ЗИЛу-137 на базе ЗИЛа-131. Успешные испытания ЗИЛа заинтересовали правительство, но дальнейшему запуску в серию ЗИЛа-132РС помешало отсутствие производственной базы на заводе имени Лихачева. К тому же, в то время проходили испытания новые сельскохозяйственные автомобили Урал-55-57 и КАЗ-45-40, которые не оставили шансов ЗИЛу-132РС на дальнейшее существование, и дальнейшие работы по этой машине были свернуты. Но и в этот раз наработки, связанные с ЗИЛом-132РС, не пропали даром и не были забыты, а легли в основу нового поколения поисково-эвакуационных машин 4972 и 4975. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!